не все поймут сегодняшний прямой эфир, но мы... Да-да. Ну, давай сначала начнем. Все, можно начинать, да? Все, друзья, приветствую. Уже второй раз начинаю. Так, сейчас я поставлю на паузу, чтобы видеть ваши комментарии и вопросы. Вот. Ну что, друзья, давно мы не виделись. На самом деле мы достаточно подробно освещаем нашу деятельность в новостях на сайте. Ну, наверняка кто-то хочет задать вопрос именно в прямой эфир. Поэтому, конечно же, ответы на все вопросы будут. По традиции я сегодня расскажу, какие новости были. Наверняка вы о них слышали, наверняка вы о них знаете, но дополнительные комментарии, я думаю, более подробные не помешают. Так, ну и я вообще напомню, что мы делаем сегодня, да. Мы сегодня разрабатываем объект, энергетический объект нового типа, который обещает быть более выгодным, более перспективным, чем объекты, которые уже сейчас существуют, классического типа. Вот. И мы надеемся, что наше устройство, например, если мы говорим о ветроэлектростанции, оно в какой-то момент будет так же часто использоваться, как и лифт сегодня. Вот. Но во всяком случае ограничений для этого пока не наблюдается. Вот. Ну и, соответственно, все это мы делаем в условиях рыночной экономики, поэтому деятельность, которую мы ведем, она требует расходов, поэтому нам нужны инвесторы. Вот. И вот наши зрители, вы являетесь нашими инвесторами, и на самом деле здесь мы можем сделать взаимовыгодное сотрудничество, потому что у нас есть хорошая идея, которая обещает прибыль для вас, вот, и обещает, прежде всего для нас, это вот воплощение этой идеи в жизнь. Вот. Дело это ответственное, дело это серьезное, работа ведется каждый день на эту тему. И что мы сделали за последние несколько месяцев, я вам сейчас расскажу. Так, ну вот, значит, мы предложили журналу, крупный очень журнал, Amazing Architecture, удивительная архитектура, вот, опубликовать у нас статью. Ну, конечно, в журнале в этом не новички работают, конечно, они объективность оценивают той или иной идеи. В общем, конечно же, важно, чтобы информация о нас распространялась. Вот. И, соответственно, такие публикации, они очень нужны. Если у кого-то есть на примете интересные журналы по нашей тематике, вы, пожалуйста, нам в поддержку ссылки на них присылайте. Мы будем с ними связываться, предлагать публиковаться и распространять информацию о нас. То есть понятно, что основная деятельность сейчас это наша заключается в защите интеллектуальной собственности, ну и деятельность второго плана это распространение информации, и деятельность третьего плана это уже подготовка непосредственно проекта к реализации на той или иной местности. Об этом чуть-чуть, о реализации чуть-чуть подробнее будет немного позднее. Поэтому, друзья, на самом деле, если взять тот же самый период прошлого года, то событий у нас как минимум в 3 раза больше стало. Мы показываем позитивный тренд в этом смысле, да? Значит, мы приняли участие в выставке в Египте, вот, где мы представили нашу технологию.
Значит, нанес визит один из основных участников нашего проекта, который активно продвигает наш проект в Индии. Вот. И мы вообще приветствуем такие визиты. И хочу сказать, что мы всегда вообще, у нас двери открыты, нам заранее звонить даже не нужно, в любой рабочий день с 9 до 6. Добро пожаловать к нам в офис. И на какие-то вопросы мы можем всегда ответить и показать какие-то новые интересные вещи и поделиться каким-то новым материалом. Вот. Ну, также я считаю хорошее достижение – это обновленная презентация проекта «Ветер», который мы представили на 14 языках мира, вот, о чем также наши инвесторы давно уже нас просили. Также мы поучаствовали в выставке в Маниле, Филиппины. Да, это, кстати, все, ребята, из позитивных новостей. У нас есть и негативная новость. Негативная заключается в том, что Япония, эксперт в Японии, значит, выдал нам отказ в выдаче патента на нашу технологию по проекту «Ветер». Вот. Отказ звучит следующим образом, что вроде бы нового ничего там не увидели, да, значит, патентный специалист нового ничего не увидел, но всем известно, что на что он опираться должен, этот самый патентный специалист, он должен опираться на уже какие-то аналоги, и он должен нам его представить. Так вот, в этом отказе такого аналога нам не представили, и мы считаем, что это неоправданный отказ, и мы, конечно же, будем подавать, мы уже подали апелляцию на этот счет. Ну, результаты этой апелляции, я думаю, можно ожидать там 3-6 месяцев. Дело это такое не быстрое, поэтому шансы у нас есть, мы будем обязательно продолжать борьбу за получение патента в Японии. Так, ну что, мы также, вот важное, подписали соглашение вместе с Ahmad International Construction. Это очень крупная девелоперская компания. На территории Арабских Эмиратов ведет деятельность, и ей реализовано более 52 объектов на территории Арабских Эмиратов, в том числе и самое высокое здание на Шейх Заиде, Blue Tower. Вот. У нас было подписано соглашение на расчет стоимости объекта. Вот. Объект 156 метров. Вот. В настоящий момент мы цифры получили. Вот. Цифры достаточно, ну, так сказать, подъемные, реализуемые. Объект получился стоимостью порядка 18 миллионов дирхам, стоимость его. Это, если перевести в доллары, разделить на 3, по-моему, ровно на 3, да, это получится порядка 5,5-6 миллионов долларов. Вот. Эта цифра вполне также, конечно, она нам по силам такую цифру привлечь. И в связи с чем также мы уже договорились с этой компанией, что она нам поможет и посодействует в том, чтобы мы отправили заявку в муниципалитет Дубай с целью получения предварительного согласия на выдачу нам земельного участка под строительство нашего экспериментального объекта высотой 156 метров. Значит, объект будет из себя представлять немного более такой, сказать, более сложной формы он, чем мы когда-либо его показывали нашим инвесторам. Но в чем заключается его большая наполненность технологично, пока об этом говорить рано, мы готовим на эту тему подробные материалы. Вот. Но объект, надо сказать, получается очень интересный, и аналогов в мире, конечно же, не имеет. Так, ну что, также мы в Африке побывали на выставке в Кении.
мы выпустили... да, друзья, и также, значит, что у нас произошло еще интересного? Мы уже имеем тесные контакты с Бахрейном. Как вы помните, был визит, по-моему, в январе или феврале этого года, мой визит в Бахрейн. Вот, и там у нас есть диалог с президентом, с председателем правления хоккейного клуба Бахрейна. Это Абдулла Мухаммед Аль-Касеми. Вот. И сейчас вот не так давно он нанес нам ответный визит в Дубай, где мы договорились о том, что мы представим концепцию нашего объекта энергетического, да. Также у него высота будет 156 метров. Ну вот мы буквально вот аналог дубайский взяли, да. Но, значит, объект, который он должен будет снабжать электрической энергией, это хоккейный стадион. Вот. И, соответственно, это один комплекс, такой единый комплекс. Ну и что? На сегодняшний день мы материалы полностью подготовили. Вот. И сейчас готовится встреча для более подробного обсуждения вопроса выделения такого земельного участка, ну и более подробных условий возможного нашего сотрудничества с Бахрейном. Так, ну что, также мы приняли участие в выставке во Вьетнаме. Вот. Так. Ну и важная также, я считаю, новость, это директор вот этой вышеупомянутой компании Ahmad International Construction, значит, посетил наш офис. И мы вот как раз вот на второй этой встрече выработали вот такую дорожную карту о том, чтобы мы подадим эту заявку с помощью этой компании в муниципалитет Дубай на предмет выделения земельного участка. Значит, еще одна встреча для определения даты подачи такой заявки у нас должна состояться буквально в ближайшие 2 недели. И если она состоится, то, конечно же, мы на эту тему сделаем новости и сделаем отчет. Так, о Египте я уже говорил, да, по-моему? Да. Ну и что, друзья, вот здесь новость, за которую можно, в принципе, и глоток шампанского сделать. В США мы получили патент на нашу ветроэнергетическую установку. Это настал 8-й заключительный этап, поэтому я вообще на самом деле всех поздравляю. Это такое знаменательное событие. Вот. Поэтому если у кого-то есть там под рукой какой-то приятный напиток, наливайте и давайте вместе. Мы вместе это событие отметим. Да, ну и, друзья, давайте, пожалуйста, вопросы, потому что сейчас у нас новости уже закончатся. Опа, новости у нас уже закончатся, и нужно будет нам, и я готов буду ответить на ваши вопросы. Так, смотрите, ребят, еще если кто-то пишет на английском или других языках, я попрошу администратора делать перевод на русский и в этот же чат отправлять, в этот же чат на YouTube. Соответственно, уже и буду читать на русском. Ну и, конечно же, как обычно, в течение 3 дней, 3-4 дней мы добавим субтитры на всех языках. По-моему, 5 или 6 языков обычно мы добавляем, поэтому каждый сможет понять, о чем у нас сегодня идет речь. Поздравляю, друзья, с получением патента в США. Да, друзья, и также неожиданно тут пришла награда «Лучший научный сотрудник
Да, честно говоря, нам пришло предложение поучаствовать в таком конкурсе, но мы отправили материалы. В принципе, много времени это не занимало, ну и вот неожиданно получили вот такую награду. Поэтому сейчас уже у меня в коллекции есть такая вот медаль. Можно будет одевать где-то, где-то, не знаю пока еще где. Вот. И, кстати, пересекал я границу с этой самой медалью, так попросили сканер, увидел, что там есть какая-то награда, да, попросили достать, показать на таможне с той целью, чтобы понять, кому она принадлежит. Вот. И там, ну, там к ней прикреплено удостоверение, поэтому показал ей паспорт, и, значит, и это самое удостоверение. Тоже достаточно неожиданная, интересная ситуация такая сложилась. Да, так, значит, Филиппины, это мы уже были. Ну что, ребят, также мы уже подходим к финальной стадии по получению патента в Индонезии по транспортно-логистической системе города. Вот, кстати, невзирая на свою простоту, транспортно-логистическая система, она до сих пор еще многим непонятна. Вот. Но я считаю, что это очень интересное техническое решение. И вот у нас есть архитектор наш основной, Руслан. Его эта идея еще больше впечатляет, чем даже проект «Ветер». Вот. Ну, почему она его впечатляет? Потому что он хорошо понимает, какие она перспективы себе несет для пользователей. Вот. Он очень много с этой идеей работал. То есть мы обсуждали, какими функциями она будет, чем она будет удобна для пользователя многократно, и нам это все известно. Конечно, поэтому она ему еще больше впечатляет и нравится. Но основной момент, вот, если мы говорим о жарких странах, то это то, что мы снижаем температуру на 5-6 градусов. Это, конечно же, актуально для стран Персидского залива и не только. Поэтому я считаю, что она имеет огромную перспективу. И на этот счет буквально сегодня у нас появился новый материал, где мы транспортно-логистическую систему ранее мы размещали ее в районе Аль-Кус, здесь в Дубае. Ролик на YouTube есть, да, и позднее нам порекомендовали вот, люди из высшего руководства Дубая, что лучше эту технологию сейчас подготовить концепцию для района Дейра. Дело в том, что там есть крупные, большие территории, которые подлежат реконструкции. И по рекомендации вот этого самого высшего руководства Дубая мы сделали эту концепцию для Дейры. И я надеюсь, что мы в ближайшие пару недель презентуем этот материал высшему руководству Дубая. Да, также есть, значит, девелоперская компания в Африканской республике Гана, которая подготовила запрос на концепцию, вот, чтобы мы изготовили концепцию для земельного участка, который принадлежит этой самой строительной компании. Да, Гана это не самая развивающаяся экономика, да, не самая развитая экономика мира сегодня, но мы знаем, что страны Африки сейчас ищут пути для того, чтобы быть развитыми, для того, чтобы быть более цивилизованными, чем сегодня. Поэтому почему бы и нет. Значит, со своей стороны мы работу выполнили. Далее уже этим вопросом там на местном уровне занимается эта самая девелоперская компания Ганы. Ну и также, друзья, еще одна новость хорошая. Это, значит, получен патент также на транспортно-логистическую систему города в США. Примерно одновременно, да, хотя заявка по транспортно-логистической системе города была подана, ну, примерно так на 9 месяцев раньше, но получилось так, что одновременно нам выдали патент и на территории США. Вот, кстати, интересный факт.
Мы все знаем, что по ветру мы получили уже патенты более чем там в 14 странах мира. Да? Можете, кто не следил за новостями постоянно там на сайте, можете посмотреть на лендинге флажки, понажимать. Там есть строка «Полученные патенты». И, собственно, у всего этого списка стран не возникло каких-либо дополнительных вопросов на предмет того, что действительно ли это инновационный объект или это не что-то новое, да. А вот у Японии почему-то возникло. Хотя все патентные ведомства, они работают по одной базе. И здесь, ну вот, кто-то мне вот подсказал, что, ну, наверное, Япония действительно считает, что это интересная вещь, и она бы не хотела, чтобы кто-то имел монополию на такую технологию на ее территории. Но, ну и вот решили, наверное, вот так вот сделать отказ. Но, ребят, здесь, я думаю, волноваться все-таки не стоит, потому что патентное право – это право международное. И хочешь не хочешь, но нормы там применяются одинаковые, и они должны будут нам внятно объяснить в итоге, почему они отказали в выдаче патента. То есть они должны не то чтобы внятно объяснить, они должны на что-то опереться. На что они могут опереться? Ну, на какое-то уже известное решение, которое до настоящего момента они нам еще пока не предъявили. Так, ну что, друзья, также соседняя республика Уганда с Кенией, да, также мы посетили выставку. Ну, как я и говорил ранее, у нас в этом году большое количество выставок запланировано было, и мы, конечно же, реализовываем. Вот. Но кстати, за город, транспортно-логистическую систему города, за США, да, глоточек? Да, ну, выставка в республике Уганда прошла без особых контактов. Эту выставку посетил министр, значит, энергетического развития республики, но только лишь он вышел с микрофоном на сцену, сказал речь и не обходил он почему-то, значит, эти самые выставочной площади, он обход никакой не делал, не знакомился он с представленными образцами, поэтому, ну, наверное, он, наверное, больше потерял, чем мы, если разобраться, да? Так, что у нас еще? Да, и также мы получили награду с проектом транспортно-логистическая система города, значит, в премии Экотех-лидер 2023. Вот. Ну, более подробно, конечно, можно прочитать на сайте, но данный конкурс организован очень крупными компаниями, и получив от них признание, также мы получаем еще одно подтверждение того, что такая технология может существовать и должна существовать. Да? Поэтому в какой-то момент, я считаю, пазл может сложиться, и поступит предложение подготовить концепцию на ту или иную территорию. Ну, также, друзья, поздравляю вас с тем, что получен патент на транспортно-логистическую систему города в Бразилии. Вот, Бразилия – это тоже экономика с хорошей перспективой. Это страна, которая рассматривает инновационные проекты в вопросах девелопмента, и города, и здания. Поэтому у нас, кстати, планируется выставка в этом году, в том числе и в Бразилии, по-моему, там конец сентября, начало октября. Теперь мы сделали самую важную работу. Мы получили, значит, таким образом мы получили подтверждение то, что этой технологией мы можем владеть и распоряжаться на территории Бразилии. Теперь остается их только убедить, что они на самом деле должны ей пользоваться. Вот. Ну, как мы будем это делать? Ну, как обычно, с помощью
того, что мы покажем, что получит пользователь, ну и в том числе с помощью калькулятора. Вообще вот во времена мы, знаете, немного неправильно, ну как, не самые лучшие, может быть, мы, да, сейчас живем. Ну, во-первых, у нас решение принимает не человек, не человеческий разум, не коллективный разум, а решение принимает у нас калькулятор. Что выгодно, то и, соответственно, сегодня имеет свою реализацию. Выгодно промыть трюмы танкера, значит, и смыть это все в океан. Вот. И так это и происходит. Вот. Если это для кого-то, кто-то об этом не знал, то вот на самом деле об этом много информации есть, что вот действительно бывают такие вот вещи, когда целый трюм, площадь нескольких футбольных полей просто-напросто промывается и сливается в океан, и космонавты с МКС видят черные полосы в несколько десятков миль на поверхности этого самого океана. И чем они руководствуются? Владельцы этих судов и эта команда, они руководствуются калькулятором. Да. Поэтому сегодня проекты, которые калькулятор показывает, что они невыгодные, они реализацию иметь не могут, к сожалению. Да? Но в данном случае нам удается здесь совместить то, что это на самом деле и привлекательно для пользователя, и выгодно и для застройщика, ну и для пользователя. Поэтому выгодно всем сторонам, поэтому это имеет больше шансов на реализацию, чем другие хорошие очень проекты, но которые не отвечают требованиям получения прибыли на сегодняшний день. Ну и также мы побывали на выставке во Вьетнаме, представили наш проект. Вот. Ну, это, друзья, на самом деле основные такие новости за прошедший период. Теперь давайте приступим к вопросам. Так. Ну, давайте я приветствия все вижу. Вот. Читан Чон Хан первый у нас сегодня написал. Привет, Свет. Hello, Свет. Спасибо. Потом вижу Татьяна. Так, ну, давайте приветствия не буду зачитывать. Ребят, я всех вижу. Сергей, да, приветствую. Наши старые друзья. Я помню прямо на самых первых эфирах. И дядя Джо тоже, да. Очень приятно видеть старых друзей. Так, Денис, тут написано Hi Hindi, English, Bolo. Ну, в общем, давай либо на хинди, либо на английском. Но, друзья, пока я еще таких навыков не приобрел, да, говорить на этих языках, через 3-4 дня вот, у нас будут добавлены субтитры на многих языках мира, поэтому каждый, конечно, может получить этот эфир, да. Так, вот я вижу Вьетнам, ветер. Пишет, как обстоят дела с проектом в Дубае, можно ли получить землю в этом году. Да, ребят, вот на самом деле мы рассчитываем получить землю в этом году. И на самом деле дорожная карта, она составлена, она понятна. Как это работает, мы теперь также знаем. Вот, но тем более, что мы ожидаем хорошую поддержку. Ну, нас заверили в том, что нас поддержат в этом вопросе. И совместно мы подадим такую заявку. Первая заявка предварительно она рассматривается, как мне объяснили, недолго, в течение 1 месяца. А уже рабочий проект, он рассматривается в течение 3 месяцев. Ну, время, в принципе, в этом году у нас еще есть. Поэтому, Поэтому вполне это все возможно. Так, видео виснет, не пишет. Сейчас виснет видео, что ли? Но виснет или работает?
Ну окей. Ну, в итоге потом трансляция нормально будет. Можно будет посмотреть в повторе, да? Ну хорошо. Так, ну что, ребят, так, Денис, скажи, когда будет готов новый кабинет? Пишет Сергей полностью. Но у нас буквально на днях мы должны добавить EDK, вот, и это давно функция, это та самая функция, которую мы... Все, да? Можно? Все, отлично. Так, ну что, ребят, продолжаем. Значит, мы остановились. Какие планы на Индию? Рынок очень интересный, перспективный. Да, ребят, у нас здесь в этом году побывало порядка, наверное, 12 или 14 гостей из Индии. Вот, ну и Индия страна на сегодняшний день достаточно коррумпированная, поэтому начинать там первый объект это очень рисково. Дело в том, что могут стройку в любой момент остановить и предложить заплатить за что-нибудь, да, так сказать, в кавычках. Поэтому туда заходить можно как? Ну, просто продавать лицензию. Но продавать, опять же, лицензию можно когда? Когда вот появится этот самый первый объект, который покажет работоспособность, да? Так, Андрей пишет, помогает ли промо-акции в привлечении инвестиций, когда наконец поставят ЕДК в ключ кабинета, отсутствие их отпугивает потенциальных инвесторов? Да, действительно, Андрей, значит, по поводу промо-акций, они помогают, они оживляют очень, и очень много людей узнают о нашем проекте. Затем они начинают за ним следить, и в итоге они становятся часто и нашими инвесторами. Но такая вещь, как отсутствие ЕДК, действительно негативно влияет на объем привлечения инвестиций. Вот. Но этот вопрос мы, я надеюсь, закроем в ближайшие 3-5 дней. По Вьетнаму, Денис спрашивает Сергей, есть ли решение? Вот. Ну, смотрите, по Вьетнаму чуть выше ответил, поэтому пока новостей от Вьетнама нет. Так, можно ли добавить пакеты более чем на 10 месяцев? Нет, более чем на 10 месяцев нельзя. Почему? Потому что может очень сильно измениться ситуация, и это не будет выгодно нам. Так, добавить акции по ограничению акций по первоначальной покупной. Так, что вы думаете о добавлении акций по ограничению? Тут переводчик немного плохо перевел, да? Ну, то есть, что мы думаем о добавлении акций по первоначальной цене для тех, кто уже инвестор? Ну нет, ребят, тоже смысла в этой акции пока нет, и я думаю, что никогда не будет. Так, вопрос, сколько примерно стоит получить патент? Это зависит от страны. Это может быть и 20 тысяч долларов, если там очень много переписки, да, происходит, а может быть и в полторы уложиться в каком-то государстве можно. Поэтому это все индивидуально. Так, Ангел ТВ, добрый вечер, Денис. Ответьте, пожалуйста, на два вопроса. Что за проект? Это мы уже проходили. Так. Так, и вопрос, значит, когда начнет строительство первого проекта во Вьетнаме? Действительно, с Вьетнамом у нас определенный период была большая активность, подписаны договоры, но пока от тех сторон, с которыми мы подписали договоры, пока новостей мы не получаем, к сожалению. Так, 18 ноября в Болгарии будет мероприятие по инновациям. Примите участие, но вы пришлите, пожалуйста, на ссылку на это мероприятие в нашу поддержку, и мы, конечно же, рассмотрим. Если будет иметь смысл, примем обязательно. Так, я надеюсь, сообщения, которые на иностранных языках кто-то переводит и отправляет в чат. Так, ну и о когда можно будет продать первую лицензию, каковы шансы? Ну, это первую
лицензию, верится больше в то, что после того, когда появится первый объект, вот, но мы к этому как раз идем. Чуть выше я об этом сказал. Да, ну вот, друзья, настойчиво приглашают в Индию. А, Обсудим, ребят, на следующей неделе на зумах этот вопрос. А когда проект «Город Лес» может начать реально строиться? Ну, ребят, смотрите, я изобретаю, да, я, наверное, как-то понимаю, как сделать, как могло бы быть лучше, получается, да? Но предсказать, когда мы можем продать то или иное решение, это уже не по моей части. Тут уже вы сами можете прикинуть наши шансы, как раз когда вы оцениваете наш тот или иной проект. Но я думаю, что они никуда не денутся, потому что такое предложение, когда понизить температуру на 5-7 градусов, не расходуя на это гигантских ресурсов каких-либо, да, это очень заманчивое предложение. Вот. Поэтому, ну, наверное, не зря нам предложили, получается, сменить локацию для транспортно-логистической системы города. То есть, как я говорил ранее, мы сделали ее для района Алькус, а сейчас нам предложили сделать ее для Дейры. Поэтому мы эту работу сделали, мы представим этот ролик, ну а дальше посмотрим. Так, Олег пишет, крупные проекты это хорошо, но нужно обязательно их прорабатывать. Так, не было ли идеи построить небольшое функциональное здание, демонстрирующее работу технологий? Ну вот, Олег, как раз мы про это сейчас и говорим. 156 метров объект высотой, там нет никаких жилых помещений, нет административных помещений, чисто как демонстрационный. На самом деле он не такой уж и большой, не такой уж дорогой. И вот как раз мы рассматриваем этот объект как первый объект, который может в реальном масштабе продемонстрировать, как это все устроено, как это работает. Так, Дмитрий поздравляет. Спасибо, Дмитрий. Так, Дора Котова, как вы думаете, когда и где реализуется первый проект? Не знаю. Надеюсь, Дубай. И надеюсь, очень скоро. Так, также пишет Дора, я так понимаю, через переводчик, да, передайте Денису большое спасибо за создание отличной технологии. Я рад быть с вами. Пожалуйста, скажите, почему новый сайт хуже прежнего? Многие инвесторы жалуются на работу сайта. А, Да, действительно, есть проблемы с лендингом. А, Если человек использует iPhone, да, iPhone, но мы занимаемся этой проблемой. То есть сам по себе сайт, он красивее, симпатичнее, более информативный, но работает он с мобильных устройств действительно хуже. Мы эту проблему знаем, работаем, будем справляться. Так, Дора пишет, как стать лидером проектов по своей стране. Ну, давайте обсудим это в Zoom. Напишите в поддержку, что вас интересуют такие вопросы. Мы в какой-то день сделаем, значит, этот самый Zoom, привлечем переводчика и поговорим. Так. Мгм. Еще раз, вот сообщение из Индии. Я вижу, что необходимо побывать на территории Индии для проведения презентации, значит, и встречу лично. Ну, ребят, я за. Я за. Мы на следующей неделе объявим Zoom. Мы объявим об этом в Instagram, на Фейсбуке. Все желающие смогут принять, и мы уже непосредственно лицом к лицу сможем пообсуждать эти вопросы. Вот. И, соответственно, определим.
место, время. Да. Так, запись эфира будет? Конечно, обязательно будет. У нас все эфиры, они в записи остаются. Так, Архангел жалуется, что не проходил ты мой вопрос. Ты не ответил. Так, ну давайте еще раз этот вопросик. Если где-то пропустил, то я отвечу на него. Так, вопрос, значит, что особенно в проекте «Ветер», когда и где произойдет листинг акций? Так, будет ли листинг на НСЕ в Индии, будет ли в будущем открываться какой-либо филиал или офис в Индии или нет? Ну, смотрите, такой вопрос уместно рассматривать, когда мы уже вышли на рынок как продавцы лицензий. Вот. Чтобы выйти на рынок как продавцы лицензий, мы должны доказать девелоперам, что эта технология работает. Вот представьте, как первый лифт, лифт, его, допустим, не существует, и кто-то берет и предлагает некую комнату, которая с помощью гибкого устройства перемещается между этажами. Как это может быть идея воспринята? Ну, наверное, не многие поверят, что такое устройство вообще есть в нем необходимость. Тем более, что тогда многоэтажных зданий-то и, собственно, и не было. Ну, там, по-моему, 5 или 7 этажей было. И то это были очень редкие экземпляры. Но с появлением первого образца, с появлением первого безопасного образца, то есть эта технология достаточно быстро нашла свое применение и распространение. Ну вот я ожидаю, что такая же история ждет нас. Тем более, что электрическая энергия – это самый главный дефицит уже сегодня. Дефицит, там, кстати, если в цифрах, вот я недавно передачу смотрел, дефицит на сегодняшний день там более 220%. А где ее брать на сегодняшний день, пока никто не знает. Ну как, кто-то знает, кто-то скажет, что нужно построить там угольные станции и использовать уголь для того, чтобы вырабатывать электрическую энергию, но ну, даже если использовать уголь, что является загрязняющим фактором окружающей среды, что является загрязняющим фактором окружающей среды, то уголь его тоже все меньше, его все труднее добывать, и цена его растет. Поэтому рано или поздно все равно будет переход. Вот. Если мы говорим об атомной энергетике, ну, есть те, кто за, есть те, кто против, и не такая уж она и дешевая. Поэтому, наверное, по-прежнему в будущем будут разные источники получения энергии. Но такие локальные устройства, как здание, которое может себя обеспечить полностью электрической энергией, вполне жизнеспособная идея, которая должна получить хорошее распространение. И вот тогда, когда это распространение уже начнется, тогда мы уже и посмотрим о наших возможностях, размещениях акций на той или иной бирже, насколько это нужно, насколько это полезно. Конечно же, мы будем делать все для того, чтобы наш инвестор был доволен своими инвестициями. Конечно же, мы будем рационально принимать решения в этом смысле. Это вполне логично. Так, ну, Архангел задает вопрос о многофункциональной емкости для напитков. Ну, я о ней говорил, наверное, может быть, эфир в этот момент подвис. Ну, смотрите, эту многофункциональную емкость, вы ее даже всерьез не рассматриваете, это так. Просто с друзьями мы шутили, как сделать кофе с пенкой без кофемашины. Ну и вот появилась такая идея простого устройства, которое могло бы, собственно, в домашних условиях людям буквально там на коленке получать кофе с пенкой. Это давнишняя история.
ей мы не занимаемся. Эта история, она не несет в себе каких-либо позитивных экологических изменений вот, вокруг, вокруг в этом мире, поэтому она неинтересна. Слишком мелкая. Так, второй вопрос. Лицензия на проект город будет действовать на определенную площадь земельного участка или как? Или если земельный участок, то на сколько гектаров? Но здесь так же, как с любым своим имуществом, можно распорядиться на свое усмотрение. То есть, как договоримся, как нам будет выгодно, как будет застройщику выгодно, так мы и будем договариваться. Я считаю, что 5% от стоимости всех строительных конструкций, будь то это 1 гектар, 2 гектара или 30 гектар, должно принадлежать нам, как автору этой идеи. Тем более, что информации, как это все устроено, более подробной у нас достаточно много, и без нее, наверное, не так просто будет обойтись. Ну, может быть, и просто будет обойтись застройщику, да, по транспортно-логистической системе, но с нашими наработками, мы, поверьте, много достаточно времени на них потратили, с нашими наработками это будет идея куда более интересная. Так, Симона пишет, наверное, действительно эфир там зависал. Стоит ли ожидать, что первое здание будет в ОАЭ или во Вьетнаме? Ну, скорее всего, это будет Объединенные Арабские Эмираты. Я почему-то в этом уверен, потому что, наверное, здесь более активно идут процессы, потому что здесь ближе как-то мы, да, наверное. Менее забюрократизированная система. Может быть, у нас здесь связь на более высоком уровне. Так, Александр пишет, когда инвесторы получат электронный цифровой ключ, ребята, давайте будем надеяться, в ближайшие 3-5 дней электронные ключи должны будут появиться. Так, Денис тебя Индия приглашает на встречу в этой стране богатейшие инвесторы, не упусти такой шанс. Там всесторонне развитые люди, разделяющие за зеленую энергетику, в том числе. Да, я с вами, Сергей, согласен, поэтому на следующей неделе будем делать зум с Индией и определять и локацию, и дату такой встречи. И обязательно поездка, конечно, должна состояться. Это огромная страна, в которой живет более 1 300 000 000 человек. Конечно же, с ней нужно дружить. Так, и вопрос. Хотели бы мы открыть офисы в других странах и каких? Как насчет Африки, Индии? Что нужно для этого? Если это выгодно для проекта, конечно, мы хотели бы открыть офисы. Поэтому офисы надо обсудить принципы их работы, их назначения. Поэтому, Дора, пожалуйста, присылайте значит, поддержку, ваш контакт. Так, ваш контакт, и мы на эту тему пообсуждаем в Zoom. Так, и почему не приходит ответ на наше резюме? Вот это действительно для меня вопрос, почему не приходит ответ на ваше резюме. Поэтому я эту информацию всю запрошу, кто присылал резюме, и сам лично все просмотрю, и каждый получит обязательно ответ. Так, еще у нас вопросик появляется. Есть ли у вас связи с проектом НИОМ? В настоящий момент у нас связи с проектом НИОМ не установлены. Но есть чисто такие знакомства с несколькими физическими лицами, которые работают в офисе проекта НИОМ. Это город Эль-Риад. Дело в том, что НИОМ достаточно сложные условия поставил для того, чтобы можно было вступить с проектом в контакт. То есть они часто объявляют конкурс на поиск идей тех или иных, но также они запрашивают документы, выписку с банковского счета за последние 8 лет. Такой выписки у нас нет, у нас стартап, у нас молодой проект, поэтому мы вот в соответствии с их правилами идеи предоставлять, в официальной форме такой не можем. Мы можем это делать в неофициальной форме, нам никто этого не запретит, поэтому планы такие есть, тем более, что в октябре или ноябре месяце в Саудовской Аравии у нас планируется выставка, и там мы представим
материалы, которые вполне могут быть полезны, а может быть даже и город Линия и даже без них и обойтись не сможет в своей реализации. Мгм. Так, все, подсказываю, что можно. Симона, отвечая на ваш вопрос, обсуждались ли когда-либо, когда и как начнется строительство в Дубае? Будет ли другая компания делать часть корпуса, а мы часть ротора? И тогда будут ли продаваться, какая компания будет владеть какой частью? Ну, смотрите, мы здесь не рассматриваем такой вариант, что мы с какой-то компанией будем делиться там нашими там акциями, там технологиями, лицензиями. Нет, мы просто наймем как подрядчика. Те работы, которые относятся к бетонным работам, конечно, будут делать они. А те работы, которые относятся к технической подробности,